Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 3 мая, и в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я уже отвечу в пятницу, 5 мая. Еще раз повторяю, в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 5 мая. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, чтобы я отреагировал и ответил. Буду отвечать на самые популярные по рейтингам YouTube, то есть те, которые набрали наибольшее количество лайков, ну, либо как там работает алгоритм YouTube, для меня, честно говоря, на сегодняшний день загадка. Также вы можете поставить лайк авансом этому видео, если вы нас поддерживаете, и оставить комментарий минимум из 5 слов в поддержку нашего канала. Так, хочу напомнить, что у нас существует Patreon, на который вы можете подписаться. Там я отвечаю на все вопросы. Теперь перейдем к темам. Ну, тема центральная у нас одна. Удар беспилотниками по Кремлю. Звучит громко, звучит, ну, скажем так, для некоторых вообще шокирующе. Надо понимать, что это, конечно, чистейшая инсценировка. Была продумана подобная операция и реализована под руководством Николая Патрушева. Полностью все было согласовано с Путиным. Путин находился вне кремлевской квартиры своей или кремлевской резиденции, как принято называть. Но надо было показать, что удар именно по президенту якобы. Для чего это происходит? Происходит это по целому ряду причин. То есть мы с вами уже неоднократно обсуждали, то, что Путин очень любит одним делом решать сразу много задач. Ну вот, например, давайте разберем на этом замечательном нападении на Кремль, на этом примере. И сразу вам хочу сказать, что Путин уже на протяжении долгого времени обсуждает введение военного положения. Для него это стало идеей фикс. И военное положение должны ввести в ряде регионов России. Не факт, что будет введено. Путин очень мнительный человек и очень любит перестраховываться многократно. Но вот одна из целей подобного мероприятия, нападения на Кремль якобы, это как раз введение военного положения. У многих возникнет вопрос, почему Патрушев поддерживает Путина и почему разрабатывает подобные операции. Ну, давайте я сразу отвечу на этот вопрос, потому что это действительно вопрос закономерный. Дело в том, что для Патрушева идея фикс военное положение такая точно, как и для Владимира Путина. Патрушев старый чекист, и для него тотальный контроль над страной, это, конечно, то, к чему он шел всю жизнь, то, чего он добивался, и то, что он считает благом для себя и для страны. Тотальный контроль возможен именно при военном положении. Военное положение только звучит громко, и слово «военное» в аспекте российских реалий будет отодвинуто на второй план. По-настоящему это будет положение, которое полностью контролирует ФСБ. Военные будут использованы частично в стране для усиления контроля, но полный контроль будет у силовиков. Таковы российские реалии, и к этим реалиям стремится Патрушев. Поэтому он, конечно, помогает Путину в этом направлении. Он старый соратник, много лет они вместе, взрывы домов и так далее, и так далее, и так далее. Все было пройдено вместе для того, чтобы Путина перевести к власти. Мы понимаем и знаем, что на этом, конечно, все не остановится. Атака на Кремль — это первая ласточка. Плюс мы уже говорили о том, что готовится украинское контрнаступление, об этом говорили многократно. И в результате контрнаступления, естественно, российское руководство уверено, что потеряет территории, так называемые новые территории, вернее, те территории, которые были оккупированы Украиной. И надо понимать, что эту потерю территории надо будет как-то объяснять. Для этого пригодится уже подготовленный практически российскими властями теракт на одной из атомных электростанций.
Техногенная катастрофа должна объединить страну, должна показать, что у страны есть гораздо более сложные дела и более важные, чем фронт. Ну, на фронте разберемся, дескать, позже. Давайте всем миром помогать и устранять последствия этой катастрофы. То, что погибнет какое-то количество людей, ну, плевать абсолютно режиму, я уверен, вы это понимаете и это знаете. Одним миллионом больше, другим миллионом меньше, абсолютно несущественно. И так огромное количество людей погибло на фронте, по мнению российского руководства, в результате техногенной катастрофы погибнет гораздо меньше людей, чем уже погибло на фронте и может погибнуть. Поэтому готовиться к так называемому жесту доброй воли, возможному возвращению Украине территории как раз из-за такого из-за кризиса в результате техногенной катастрофы и инициированной, конечно, российским руководством. И атака по Кремлю должна показать, что украинцы ни перед чем, украинцы, конечно, в кавычках, ни перед чем не останавливаются, и после удара по президенту может последовать удар и по такому критическому объекту, который, несомненно, важен. Ну, плюс надо понимать, что атака на Кремль — это, конечно, повышение ставок, это переход так называемых красных линий, по крайней мере, для Запада, и это попытка, конечно, внести раздор между Украиной и союзниками, которые помогают в военном отношении. Насколько эффективно будут реализованы все три пункта, ну, сказать на сегодняшний день довольно сложно. Довольно сложно. Скорее всего, как обычно, Путину не удастся ничего из этих пунктов. И единственное, что он выигрывает, это, конечно, его решение по поводу парада предстоящего. Надо понимать, что в любом случае, будет парад, не будет парада, Путин выигрывает. Отсутствие, по крайней мере, это нападение на Кремль, так называемая атака на Кремль, это повод отменить парад на Красной площади. Ну, аргументы ясны. И это уже плюс, если у Путина серьезно пошатнется здоровье. А надо понимать, что сам Путин не очень планирует, скажем так, мягко, не очень планирует принимать участие в параде. Скорее всего, это будет двойник. То есть, если парад отменят, это будет понятно. И есть аргументация. Если парад не отменят, то Путин вообще герой. После атаки беспилотниками прям вообще чуть ли не на самого президента, что, конечно, является полной чушью, бредом. Ну вот, он геройски выходит на Красную площадь, конечно, не он, а двойник, и геройски принимает парад. Но для картинки и для города и мира, для россиян и для внешнего наблюдателя Путин должен выглядеть героем, должен выглядеть отчаянным смельчаком, что, конечно же, не так. Так, мы с вами сегодня обсуждаем одну тему и, наверное, уже все остальные темы обсудим в четверг. Скорее всего, этот выпуск выйдет с задержкой, потому что записываю его уже довольно поздно. И наш администратор канала, скорее всего, получит уже поздно ночью эту запись. Вы по этому поводу не серчайте, все будет в порядке, мы вписываемся в график. Надеюсь, в дальнейшем таких эксцессов не будет, и мы будем выпускать все вовремя. Большое спасибо, что были со мной. Еще раз хочу вам напомнить, что вы можете оставить свои вопросы в описании к этому ролику, в комментариях. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, и те вопросы, которые наберут наибольшее количество лайков, либо YouTube по каким-то своим алгоритмам поставит их в рейтингах в лидеры, на эти вопросы я отвечу. Если вы хотите получить практически однозначно ответ на свой вопрос, пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все вопросы. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Помогайте нам. Есть в описании к этому ролику наши криптовалютные кошельки. Я уже говорил неоднократно, еще раз повторю, мы подошли к важным событиям, к которым мы шли на протяжении многих лет, к которым мы готовились, и нам действительно нужна ваша помощь. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.